Привет, в этом видео мы создадим пружину при помощи модификатора, который имеет название... Но я его по-дружески буду называть просто Scref. Удалим все объекты со сцены и добавим объект Circle, то есть круг. Во вкладке Add Circle можем отрегулировать детализацию круга. Нажмем на синий гаечный ключ и добавим модификатор Scref. Ты глупый или что-то? Перейдем в режим Edit Mode и при помощи инструмента перемещения передвинем круг по зелененькой стрелочке, то есть по оси Y. Затем возьмем инструмент вращения и повернем круг также по зелененькой дуге примерно на 90 градусов. Параметр Scref отвечает за вытягивание нашей пружины. Поставим его на 4. Параметр Iterations — это итерации. Он отвечает за количество оборотов спирали. Чем больше значение, тем длиннее она становится. Параметр Angle отвечает за закручивание спирали. Для пружины идеально оставить на 360. Параметр Steps Viewport отвечает за количество полигонов в пружине. Можем поставить галочку на параметре Merge, чтобы ребра между итерациями соединялись. Далее в режиме Edit Mode при помощи инструмента масштабирования мы можем изменять толщину пружины. Или при помощи инструмента перемещения менять ее радиус. Также, перемещая вершины на круге, мы можем изменять фактуру спирали, придавая ей более интересный вид. Модификатор Scref очень хорошо работает в сочетании с модификатором Carve. Сначала добавим кривую на 3D-сцену. Затем левой кнопкой мыши выделим пружину. В параметрах модификатора Carve нажмем на пипетку и выберем кривую, которую мы только что создали. Теперь поменяем ось X на Z. Видим, что вся пружина начала изгибаться по выбранной кривой. Выделив кривую и перейдя в режим Edit Mode, мы можем изменять форму этой кривой или выдавливать ее продолжение. При этом пружина тоже будет изгибаться и подстраиваться под форму кривой. Пробуйте, модельте и до новых встреч! Ну привет!